Это серия сюжетов о женах айтишников, женщинах, которые уехали за своими мужьями из России после начала вторжения и осели здесь, в Армении. В прошлой серии мы говорили о политике и о том, почему они уехали. А в этой серии мы поговорим о привилегиях. Считать ли привилегией, например, то, что у мужа есть работа, которая позволила переехать, и чем женщины занимаются сейчас в эмиграции? Напомню, что одна из наших героинь, Ангелина, замужем не за айтишником, а за предпринимателем. Вы никогда не думали, что у вас есть некоторые привилегии по сравнению с теми, например, женщинами, у кого нет мужа айтишника, и они оба хотят уехать, а уехать не могут? Или наоборот, они уезжают с какими-то минимальными запасами, и срочно-срочно нужно искать работу? Я думаю, что привилегии есть как минимум, потому что когда муж может работать из любой точки мира, это уже какая-то финансовая подушка безопасности, да, и дальше уже ты можешь хотя бы капельку успокоиться за то, что тебе, будет на что кормить ребенка, хотя я говорила вам, да, что когда я посмотрела, как там живут ребята в Ереване и за сколько они снимают жилье, как они рассказывают в видеоинтервью, я понимаю, что нашей зарплаты даже обоюдно не хватает. Уровень финансовых возможностей у всех разных, у нас он прям такой небольшой, так скажем, но тем не менее это дает вообще возможность, как правильно и рассчитывал муж, хотя я какое-то время назад сомневалась в его в жизненном выборе, мне было тяжело принимать его какие-то решения относительно того, как он будет развиваться, это были тоже свои кризисы. Но он был прав, то, что нужно искать такую работу, которая дает тебе возможность быть независимым. Мне действительно больше повезло. Я безумно этому благодарна. Я очень благодарна мужу за то, что он настолько умен, что может работать в этой компании, которая может дать такие условия своим сотрудникам. Но раз у меня есть такая возможность, раз есть финансы для того, чтобы сделать свою жизнь чуть проще, то есть там, нанять няню, например, да, или отдать детей в садик, раз есть время на это, ресурсы, то значит я могу сделать чуть больше, чем многие. У нас есть некоторое разделение, как в любой паре, ролей. Мой муж занимается нашим финансовым будущим, то есть он работает на проекте, который в будущем может нам принести деньги, то есть там процент будет за ним оставаться. Он в свое время, когда было начало войны, он ходил на эти митинги. То есть я не ходила, я занималась своей сферой, он этой сферой занимался. Теперь просто мы немножко поменялись, он работает на будущее нашей семьи. Я занимаюсь социальной деятельностью. Мы уже лет 8, наверное, вместе, лет 5 в браке, 5-6 в браке, наверное. У нас это проговорено, мы периодически говорим о таких вещах. То есть не скажу, что мы 24/7 про них говорим, как любая пара, ты чаще говоришь о том, что ты приготовишь на обед. А муж у вас тоже психолог? Он врожденный психолог, я очень хочу, чтобы он отучился на коуча тоже, потому что он лучше даже, чем я, коучит. Но сейчас он занимается криптовалютами, инвестированием, вот это вопрос. Он организует, координирует команду сейчас. А вы вообще думали когда-нибудь о том, что есть люди, которые сейчас в привилегированном положении? Мне кажется, вообще люди, у которых все в порядке с деньгами, они, скорее всего, реально аполитичны, если они не политики сами по себе. В привилегированном ли они положении, но они молодцы, я скажу так, да, потому что по факту это наша ответственность вообще, да, то есть наша ответственность там быть богатыми, зарабатывать нормально. Можно сказать, что кому-то повезло, например, и он там оказался айтишником, да, в какое-то же время это была вообще туфта какая-то профессия. Так получилось, что когда мы приехали с дочкой, с мужем сюда 22 августа, то больше не было возможности куда-то отдать ребенка, никаких детских садов. Посмотрели мы русскоязычную школу с русскими классами, школу номер 2. Но все-таки у нас запросы немножечко другие, да, на формат обучения, на методики, поэтому мы пришли в ABC. Здесь уже был центр, и тут уже были русскоязычные ребята, но их было всего 4 человека. Потом прямо большая волна многих ребят поступила в сентябре после объявления мобилизации, и я решила попробовать организовать частную школу здесь сама. Мы с несколькими мамами скооперировались, стали искать съем коттеджей, там нам заявляли какие-то суммы аж $4000 за месяц. Поэтому с этим вопросом я пришла к Лилит, директору ABC,
и спросила, может быть, мы что-то сделаем вместе. И она, да, как большинство дилижанских армян, я не знаю, за всю Армению не буду говорить, но здесь у них всегда говорят «да». Вот, и здесь она тоже нет сказала, она говорит, давайте сделаем, мне это интересно, тем более это помещение мое, земля моя, мы за аренду платить не будем, давайте делать это у нас. Ты знаешь, что такое джут? Ты его трогала когда-нибудь? Когда я создавала команду на Wildberries, я вообще не умела вязать. Просто в какой-то момент, когда все это полетело, это стало не очень удачно, я поняла, что выгоднее вязать самой, и научилась. Вот, и получается. А почему именно джут? Изначально это была попытка заработать. То есть это был анализ трендов, новинок, популярности. А в итоге переросло в такую любовь. Он очень жесткий. Он такой жесткий, что когда ты начинаешь вязать первые разы, у тебя мозоли на руках. И теперь вязать из чего-то мягкого я не хочу, мне нужно это сопротивление. Я кайфую от джута. А чем ты занималась в России до рождения ребенка? Стыдно сказать. Как и многие, кто закончил университет, я ни дня не работала по специальности. У меня валяется красный диплом государственного служащего. Я отработала в центре по сертификации год, вышла замуж и была настолько вымотана этим, что муж на меня посмотрел и сказал: не работай. А потом я забеременела и была с ребенком. Когда ему было 9 месяцев, я открыла вот свою команду, собрала свою команду, и мы вышли на Wildberries. Кстати, тоже запустила огромный бум этим, потому что был такой большой информационный отклик. Все говорили о том, что мы, девчата обычные, просто собрались и покорили Wildberries, что там было буквально, не знаю, 3-4 бренда. После нас, если зайдешь, там, не знаю, штук 100, наверное. То есть все поняли, что это легче, чем кажется. Что легче, чем кажется? Выйти на Wildberries. Запустить бизнес, да, такой? Да. То есть вязальщица, которая вяжет своими руками сумки. Это прямо бизнес. Да, что из этого можно сделать бизнес. Не просто что-то такое кустарное, где «а я тут сумочки продаю, а давайте вы мне там за 500 рублей купите сумочку». Нет, что это прям настоящий бизнес. И все как поперли, что меня оттуда и выпнули. То есть бизнесмен из меня хуже, чем благотворительный ивент-менеджер. Я бы сказала так. Позволить себе уехать могут люди, которые внутренне свободны, во-первых. Потому что люди, которые обеспечены, многие остаются, потому что у них квартиры, машины, и вообще их все устраивает. Да, действительно, людям, у которых есть какой-то большой заработок онлайн, да, им проще сейчас. У меня, например, нет такого постоянного заработка, но я понимаю, что это просто моя какая-то лень, распущенность в психологическом плане, потому что я знаю, как только я хочу, у меня все получается. Сейчас объективно во всем мире такая ситуация, что нужно потянуть пояса. И если не рассчитывать на то, что будут такие же доходы, не будут такие же там условия вокруг, да, сразу, что надо все строить заново, или что-то строить заново, а что-то нет. Если настроиться изначально правильно, то и не будет этого состояния разочарования, да. Все страны, где мы были, не было там ничего такого, что мы не могли там устроиться. Конечно, никто с распростертыми прям объятиями никого не ждет, но любой человек в любой момент времени всегда может уехать в другую страну и наладить там свою жизнь, если он этого хочет. Люди потеряли привилегии, в которых они жили. Гражданство – это большая привилегия. Понимать, куда ты сходишь на маникюр – это большая привилегия. Когда я оказалась среди иммигрантов, когда я оказалась среди людей, которые испуганы, я увидела хаос, который происходил. То есть там в общем чате обычно у людей куча вопросов. Сколько можно дней находиться в Армении? Куда пойти в аптеку? Где находится медцентр? Я попросила заняться администрированием, потому что у меня было видение, как и что нужно сделать. Мне разрешили, я уточнила, что я могу делать, я начала устанавливать, то есть делать закреп, делать навигацию, собирать всю информацию, которая есть. Начала курсировать между информацией и направлять людей в навигацию. Вот почему у меня особое отношение к комьюнити Дилижана, потому что я смотрю с точки зрения социальной помощи. То есть мне важно, чтобы люди смогли адаптироваться, увидеть, как это происходит, как это, в принципе, должно быть по наиболее здоровому сценарию, профилактировать ПТСР,
которое может сложиться, то есть люди не справились со своими переживаниями и стрессом, который регулярно так или иначе подкидывается, ну, то есть новости открыл, и ты уже немножко получил себе шишек. И возникает, во-первых, и во-вторых, у многих вопросы, что делать дальше. То есть когда социальный ресурс накоплен, это полегче. А комьюнити — это как раз-таки социальный ресурс. Информационный ресурс в том числе, когда собрана вся информация. И представительный ресурс, то есть я также прихожу в мэрию Дилижана и являюсь представителем общности россиян. То есть мне как бы эту роль доверили. Мне очень многие мои подруги, знакомые говорили: Даш, ты так давно в образовании, нам так нравятся твои мысли, которые ты высказываешь о том, как это должно быть. Давай сделаешь ты школу. Я говорила: нет, вы что, директор, это такая должность не для меня, это все эти вот потоки финансовые. Вообще вот я учитель, это самое главное для меня. А тут так все совпало, что я и работаю с родителями, и обсуждаю эти вот хозяйственные моменты вместе с Лилит, да, и действительно творю школу своей мечты. Правильно поняла, что у вас с Лилит такое партнерство сложилось? Да. Но только это не задокументировано никак. То есть это не она, не я, мы не менеджеры, мы не бизнесмены, и мы вот идейно так друг друга очень, наверное, как-то мы подошли, здесь совпали абсолютно, потому что она такой педагог, который все время болеет за идею, ей хочется очень, чтобы все получилось, она хочет, чтобы если это делаем, то делаем прям по максимуму. То же самое я. У меня есть опыт уже работы и в школах, и в гимназиях, и методической работы, и организация коллектива молодых педагогов. Да. Естественно, я понимаю, как это в России делается, и что такое семейное обучение, и как это юридически оформить для наших детей. Для Лилит это какая-то новая стихия, поэтому так как мы работаем с ней в паре, то именно методическую полностью составляющую для русскоязычных классов, организацию учебного процесса, наполнение русскоязычных классов, обсуждение всех вопросов с родителями, это я беру на себя. Вот, но стройки, такие вот глобальные вопросы, конечно, решает Лилит. У нас была игрушка кубик-сортер, из которого Ванька уже вырос, старшенький, ему неинтересно, а младший еще не дорос. И вот благодаря этому кубику появилась идея свопа. То есть просто из каких-то моих корыстных целей, из-за того, что мне было жалко просто отдать этот кубик, я подумала, а почему бы просто не поменяться? Я отдам кому-то этот кубик, кто-то даст мне, не знаю, штанишки на старшего, да? И я закинула это в знакомый чат, мол, девчата, а как вам вообще идея? И я получила такую поддержку, в том числе от владелицы этого чата, что, мол, ты придумай, организуй, там, место найди. А мне очень хотелось попробовать себя в такой организаторской работе, и завертелась. Я нашла актерские курсы в тот момент в Ковчеге, спросила там, могут ли они предоставить помещение. Они с огромной радостью мне предоставили бесплатно помещение, потому что тоже увидели какой-то потенциал в этом мероприятии. И вот я уже публикую первый анонс, особо ни во что не веря, думаю, придет человек 10, махнемся вещичками. И тут этот чат набирает за первые 1,5 недели 100 с чем-то человек. И там бешеная активность, и все знакомятся, делятся, что я принесу вот вещи на такой возраст, я принесу вот это. Девчата, ломаную коляску кому-нибудь надо, там рукастый мужик починит, давайте я принесу. Жалко выбрасывать. И все такие, давай, у меня муж починит. Такая бешеная активность, такие знакомства. И на первый своп пришло человек 70. Круто. И я была в огромном шоке, и все так благодарили, все были так рады. И на этом же, на первом свопе, девчата подходили и спрашивали, когда следующий? И появилось Дилижан Кеа, сообщество социальных инициатив, заботы о городе, о людях и о животных. Началось со встречи нескольких людей, которым было интересно, в том числе ситуация с животными на улице, потому что когда жили в России, не особо были привыкшие к тому, что много собак. Вот. Там больные собаки на улице или там избивали их, или что-то еще с ними случалось. Люди беспокоились, люди хотели оказать помощь. Когда люди очень сильно напряжение, это напряжение нужно куда-то вылить. А еще людям нужно познакомиться. А еще им нужно ощутить, что они сделали что-то полезное в той ситуации, когда они практически не могут повлиять на то, что происходит, по крайней мере, в их стране. Мы лечили собак экстренно, обрабатывали клещей. Мы участвовали донатами в официальной программе стерилизации от «Импульса», которая была прошлой, на стыке лета и осени. Вот. Мы в том числе помогали добровольцами искать собак, передавать собак. Когда животных возвращали на улице,
Мы их осматривали, обрабатывали им швы, всяческое участие принимали и принимаем в судьбе животных, также в судьбе людей, насколько это возможно. То есть мы сотрудничаем с Светланой, которая патронирует пострадавших от войны на территории Горного Карабаха. Она передает вещи, продукты, и вот эта информация курсирует внутри дилижанке. Так же, как и индивидуальная история. Например, в одной семье починили печку, когда была зима, чтобы люди не замерзли. Там одной бабушке, которая работала здесь дворником, помогали с закупкой дров. Слава. К ней приходил, приносил продукты, помогал продуктами. Вот. Сейчас получилось поучаствовать в ее судьбе, что сейчас она переехала к своей семье, к своему сыну. То есть до этого она здесь жила одна. А вы занимаетесь благотворительностью даже в... Я вот, например, здесь собачками чуть-чуть занимаюсь, там, да, вот эта история, что здесь можно там им клещи там от них обработать. Я прям себя на таком жутком малодушии поймала вообще, да, что когда мы были в Турции, там же была вот эта история с землетрясением, и мы там что-то вот там с вещами, вот эта вот история, там что-то помочь, но вот вроде как и хочется это сделать, но вот я прям поняла, что я хотела бы попасть в какую-то организацию, чтобы там быть с кем-то и помогать таким образом людям. Потому что одна я пока что еще себя чувствую в этом беспомощной. У меня не было такого качественного общения в Самаре, вот точно. Это было всегда на международных стажировках, это было, и самое главное еще, знаете, что, вот особенно, наверное, что я ценю, то, что все здесь люди с активной такой позицией. Если не мы, то кто? Ну вот если не мы сейчас делаем этот домик, то кто? Если не мы этой песочницы, то кто? Если не мы для наших детей, то кто? И вот это мне очень нравится, потому что даже ребенок вот мой, она очень сильно поменялась за это время, она смотрит, что вот все живут в этом созидании, каждый что-то делает, каждый какой-то вклад. А самое главное еще то, что в Самаре, например, ты что-то делаешь, и это незаметно вообще. Очень долго, наверное, какая-то там часть тебя людей знает. А здесь ты сделал что-то, вот там, если развиваем это EBC, и все уже знают в Дилижане, знают уже что-то за пределами Дилижана. И вот такое ощущение, что вот ты сделаешь маленький шажочек, а это уже становится каким-то делом важным. Ты делаешь 2 шага, и это становится тоже очень значимым. Я понимала, что вещи все-таки останутся после свопа, и куда-то их надо девать. Куда их девать? Не на свалку же. Разумеется, это какая-то должна быть благотворительность или точечная помощь. И для того, чтобы быть уверенным в том, куда я отдаю вещи, что их там не в секонды на перепродажу, да, что это действительно пойдет нуждающимся, пришла идея отдавать вещи в ЭТОС. Надо помогать там, где мы живем, да, то есть это точно Армения. Беженцы, которые живут сейчас в Армении, беженцы, которые бегут из Арцаха. Ты понимаешь, что это вообще очень круто? То есть люди, которые приезжают, беженцы, у них же ничего нет, и то, как им эти вещи облегчают жизнь, это очень много. Это очень много, да. Мне тяжело это осознать, потому что я во многом делаю эти мероприятия, потому что мне это нравится, что я ловлю от этого кайф. И осознавать, что я помогаю такому количеству людей, для меня сложно. Здесь у людей больше желания интересоваться другими людьми, да, то есть вот это вот мышление маленького городка, мне кажется, именно оно привело к тому, что есть у нас в России. То есть я поел, я поспал, у меня есть работа, 3 копейки, я, боюсь это потерять, поэтому я не буду решать какие-то глобальные вопросы, вообще туда лезть, потому что, не дай бог, я что-то сделаю и лишусь и этого. Вот так. То есть я считаю, что как только у людей возникнет ощущение общности со всем миром, тогда они начнут принимать более глобальные решения. Я чувствую, что это и так есть. Мне очень хочется к этому приобщиться, да, вот, понять и из глубины пообщаться с людьми, написать про это книги, и, возможно, эти книги что-то хоть чуть-чуть, но изменят. Здесь легче, чем будет в другой стране. И я не знаю, кого мне там будет в другой стране. Вот добра не ищут, нужно просто понимать, что мы везде гости. Никол Пашинян, да, он вышел, посмотрел, поучаствовал в этом субботнике, сфотографировался с нашими девочками. И все армянские мальчики вступились за этого малыша. Ситуация для России, мне кажется, немножко нереальная.